Планы вашего предстоящего месяца. Я прошу вас их хорошо представить. Представьте, сколько вы хотите заработать в следующие 30 дней. Представьте, с кем вы хотите познакомиться в следующие 30 дней. Представьте, что вы хотите поменять в себе. Может быть, это легкие перемены, что-то вроде стрижки, прически. А может быть, вы хотите стать умнее, смелее, надежнее для своих друзей. Подумайте о себе, вот так вот. Карта торопится намекнуть, что есть какая-то тайна для вас или связанная с вами. Тайный план. Я говорю о ваших планах. И здесь карта Луна, то есть это тайна. Вы то, что запланировали, вы очень-очень глубоко от всех сокрыли, закопали. Почему? Может быть, вы тайно худеете, а может быть, вы тайно вышли на какую-то сложную онлайн-вакансию и рассчитываете быстро и тоже тайно как-то разбогатеть. Посмотрите, с вами все не так просто, торопится сказать колода. И какие ваши планы, мы тоже здесь, я думаю, увидим и узнаем. Но главное, нам ваша выбранная колода «Двустороннее Таро» расскажет, как же оно получится все на самом деле. Сначала про вас. Представьте себя во всех деталях. Может быть, посмотрите даже в зеркало на себя или в камеру вашего телефона, потому что он у вас точно сейчас в руках. Представьте, какими вы хотите стать, какими вы хотите увидеть себя через месяц. Конечно, вы и так хороши, но ведь совершенству нет предела, правда? Итак, про вас. Планы, связанные с собой. Ого! У вас есть планы, связанные с собой. Вот эта первая карта нам говорит о том, что вы действительно хотите себя очень сильно поменять. Кто-то хочет загореть, кто-то хочет выучить язык, кто-то хочет просто в целом сломать натальную карту свою, поменять свои какие-то личностные характеристики. Туз жезлов говорит, что у вас есть четкий план, вы видите возможности и даже готовы торопиться, чтобы как-то поменять себя. Может быть, вы хотите успеть до какой-то даты, например, если впереди у вас чей-то день рождения, может быть, ваш день рождения, да, до дня рождения остается месяц, или до дня рождения любимого парня остается, вы хотите кого-то покорить, вы хотите где-то оказаться, и вы полны решимости стать по-настоящему другой или другим человеком через месяц. И знаете что? Хорошие новости для вас сразу, что планы воплотятся. Здесь планы про вас. Может быть, вы гардероб хотите сменить. Это тоже масштабная, в общем-то, акция. Может быть, вы хотите сделать пластическую какую-то операцию. Вот. И видите, два туза. Два туза, соответственно, это две карты по энергетике суммарные, одинаковые. То есть вот насколько большой замах у вас идет, да, насколько идет, вам не нужны полумеры. Тут стрелять, так стрелять, понимаете, да. Худеть, если худеть, то уж на 20-очку минимум, да. И вот какой замах у вас большой, масштабный, вот такой и будет результат. Ну, как бы два туза, они разные по масти, но это, естественно, в колоде Таро нет, как правило, да, хотя смотря какая колода, нет, как правило, двух тузов одной и той же масти. Но результат будет ровно такой, какой вы загадали. Поэтому смело занимайтесь, можете этим концентрироваться, можете тратить на это время, силы, деньги и так далее. Не обойдется без маленького, но очень-очень острого разочарования. Пятерка кубков говорит, что вы успех этот свой очень сильно осознаете, но при этом вот это стремление к совершенству, ваш врожденный перфекционизм не даст вам со спокойным сердцем это все принять. Вы все равно будете разочарованы, все равно будете себя немножко бичевать, и будет такая острая разочарованность в себе, что что-то не дотянули, понимаете, там, не знаю, похудели не на 20 килограмм, а на 19 800. Да, пятерка кубков говорит, что эта разочарованность в себе, недовольство собой пройдет само,
делать с этим ничего специально не надо. Это временное, но очень-очень противное состояние, что-то вроде депрессии. И в целом карты говорят вам да, отвечают вам да на любой вопрос. Стричься или менять цвет волос, да. Менять гардероб, да. Заниматься новым каким-то проектом, превращать хобби в заработок, да. Все, что касается ваших талантов, внешности. По сути, мы здесь вытащили карты по первому дому для всех, кто знаком с астрологией. Это много говорит. То есть ваш первый дом – это ваш портрет. Вот насколько вы хотите себя улучшить, настолько вы себя улучшите. Причем портрет как снаружи, так и внутри. Внутри и извне. Далее. Ваши планы, которые касаются работы, профессии, бизнеса. Исполнятся они или нет? Планы, которые касаются работы, да. Ну, планы дьявольские у вас, видите? Ваш план описывает карта дьявол. Что значит дьявольские планы? Не знаю, это не нуждается, наверное, в комментариях. Видите, с двух сторон картиночки на картах здесь, да? Но, в принципе, ничего нового мы на оборотной стороне не видим. Это тот же дьявол, только в профиль, задом, да, спиной сидит. Вот. Но тайные планы у вас, все, что вы хотите сделать с работой, на работе, в вашем бизнесе, явно это не для публичной огласки, явно это не для чужих ушей, потому что что-то, вот видите, дымится у вас голова, вы в нетерпении, вы, может быть, какие-то мстительные даже планы вынашивать. А если это не месть конкретному человеку, то это, может быть, вы хотите, ну, взять такой реванш, знаете, отыграться. Например, всем показать начальству, начальнику, кого они теряют, если если вы их напугаете каким-то увольнением. А в некоторых случаях дьявол, конечно, описывает и тайные, вредные какие-то ваши действия. Может быть, вы планируете кому-то причинить неприятности на работе. Я стараюсь нарочно обтекаемые какие-то слова использовать, то есть не какие-то резкие, чтобы не обижать занятых приличных людей, но тем не менее. И это старший аркан, то есть ваши планы на работу масштабные, знаете, такие вот крупные. Явно вы не хотите никак, вы не согласны и не планируете этот месяц, который впереди, просидеть тихонько на работе. Просто, знаете, посидеть, отходить, что называется, да, как отсидеть 8 часов и ехать назад домой. Нет. Большой план, изощренный, хитрый. Дьявол – денежная карта, поэтому этот план ваш, в общем-то, в конечном итоге, да, связан с деньгами и с каким-то крупным выбором. Либо выбираете вы, либо вы кого-то хотите заставить выбирать. Например, опять же, ударить кулаком об стол и начальнику сказать или я, или там она, главный бухгалтер, например. Вот видите, как мы все про вас узнали. А вообще вы полны жизненной энергии, конечно. Но к концу лета это, наверное, очень оправданно. Вот видите, потому что вы и с собой преобразовать себя хотите, и на работе у вас ставки идут какие-то очень такие большие. Однако, знаете, вот все-таки пока вашим планам профессиональным не дано, ну, дьявол, естественно, это выбор во всех видах. Это выбор работы для вас тоже может быть. Выбор между работой прошлой, нынешней, работой будущей какой-то. Выбор есть, но, знаете, какой-то он неочевидный и какой-то уж больно несвободный. Слово «несвобода», по сути, слово «выбор» исключает, да, дискредитирует. Вот этим планом не суждено сбыться. Скорее вы много проведете времени впустую, скорее вы испытаете досаду по итогам месяца. Посмотрите, какое вот личико здесь у нашего героя на картах, да? Вот ничто иное, как досада у него на лице изображается явно, да? Потому что он что-то растил, какое-то дерево, и дерево выросло, но не то, не то. Поэтому вот все, что вы
на работе сделаете, на что решитесь, чем рискнете, это все получится, но вас почему-то разочарует, вызовет недовольствие, вы скажете, это все не то. Это может касаться, кстати, поисков работы. Да? Вот у вас такой хитрый, коварный план поменять работу, никому не сказать и наказать таким образом кого-то. Вот опять же начальство, которое не платило. Да? Вот. Однако быстро и сильно ловко не получится это сделать. Успех значительно меньший по работе, чем вы ждете. И совет семерки пентаклей: не останавливаться, естественно, пока вы не сделали то, что хотели, на что замахнулись. Но останавливаться не нужно, надо дальше копать, растить этот сад, стараться, чуть позже все придет и получится. Однако новости очень хорошие, связанные с работы, все-таки будут, с вакансией, с бизнесом, просто с вашей текущей какой-то работой. Ну, очень хорошие, я, может быть, немножко преувеличила, да. Как минимум одна новость вас ждет, связанная с работой. Она не обязательно такая уж прям хорошая. Она, знаете, правильнее сказать, резкая, внезапная, очень мощная. Какая-то, вот знаете, такая оригинальная новость, которая приходит вот как раз на смену вашим планам. Это новость, после которой вам приходится менять планы, потому что ваши планы собственные уже оказываются несостоятельными. Так, например, если вы хотите в это время поменять работу, у вас это отчаянно не получается, да? Но к концу месяца приходит известие, например, что вас и здесь повышают. И вы понимаете, что и как хорошо, что я не ушла, и как хорошо, что я осталась, и что у меня ничего не получилось с этим. И точно так же бизнес. Если у вас собственный бизнес, ваш замах на большие деньги, большие перемены не состоится абсолютно. Месяц по мелкому очень пройдет. Знаете, вот мелко вот так разменяется все на такую повседневную суету, на копейки, на какие-то. А зато в конце, как гром среди ясного неба, отличные, опять же, не отличные, не то слово это, неожиданная, так скажем, новость, и вы воспрянете, вы просто увидите какие-то другие новые возможности. Но мы говорим о ваших планах, мы говорим о том, насколько готова Вселенная поддержать ваши планы в той или иной области. Вот насчет работы, профессии нет, не готова, тормозит. Ваши денежные планы – это большие, может быть, покупки, сделки, вложения, какие-то инвестиции, доходы, расходы, дебет, кредит. Планы, опять же, есть. Посмотрите, у вас опять крупная карта – это карта сила. Естественно, это старший аркан, и говорит она, что вы просто… это карта, знаете, такая дипломатическая, карта влияния, сила слова, сила уговоров, сила манипуляции. И эта карта здесь говорит, что вы в предстоящий месяц готовы просто порвать судьбу на тему денег, понимаете? Максимально крупный замах, еще и плюс карта денежная сама по себе. Ваш план кого-то уговорить, возможно, хитростью, проявить какую-то такую мягкую, очень обтекаемую, обходительную силу того, чтобы уговорить. Уговорить начальство поднять зарплату, уговорить какого-то крупного клиента сделать заказ в вашей фирме, уговорить, не знаю, бабушку переписать на вас квартиру. То есть у вас, опять же, коварный, все-таки я так понимаю, что двустороннее таро, не зря оно двустороннее, да, это же все-таки какая-то отсылка к двуличности, правда же, да? Двуличные карты, двуличные люди. То есть судя по картам, получается так, что у нас очень-очень такая хитрая публика, хитрая аудитория здесь собралась, потому что у вас все очень неочевидное в разных областях жизни, но вы хотите подчинять людей, и причем тайнами и тайным влиянием, какая-то позиция кардинальская, знаете, такая, в плохом смысле, причем этого слова.
Скорее всего, у вас запланирован крупный разговор, связанный с деньгами. Да, крупный разговор, связанный с деньгами, и вы на него прям все ставки, все надежды возлагаете. Ну, правильно или неправильно, пока что я не знаю. Но рассмотрите, пожалуйста, оборотную сторону карты. Вот она здесь очень показательна. Видите, вот здесь как все невинно, миленько, солнышко светит, Левик так добровольно ротик раскрывает. А когда мы переворачиваем карты, посмотрите, все совсем другое. Кстати, дьявол только что был на работу, и дьявол продолжает тему денег для вас. Видите, дьявол, вот он появляется. Это же тот же самый персонаж, просто он перескочил с одной карты на другую. То есть мы понимаем, что вы заручаетесь в своих денежных планах поддержкой чьей-то, поддержкой темных сил. И это могут быть как реальные люди. Среди реальных людей, вы знаете, чертей тоже много. Вот. А это может быть и поддержка, ну, в буквальном смысле, какая-то такая вот магическая, как будто бы вы колдовать даже на деньги собрались, понимаете, да? Будьте осторожны, с дьяволом игры всегда заканчиваются в его пользу, если вы еще не знаете, если вы это еще не проходили. Оправдается ли этот план? Надежды вы такие выкладываете, да, на эту тему? И да, и нет, скорее. Знаете, семерка кубков вам тут выпадает. Вот этот вот разговор, кого-то переговорить, кого-то убедить, кого-то заставить, в конце концов, вынудить, обмануть, да, иногда карта силы, это же и обман, такой он несколько нежный, такой обман, который еще не укладывается в норму Уголовного кодекса, но близок к нему, близок, примерно так. И да, и нет, знаете, семерка кубков конечного итога не обещает никакого, она говорит, что у вас, поскольку вы роете яму ближнему своему, ну или ангелам, или высшим силам, все-таки ямку подкапываете какую-то, да, то для вас тоже риск большой в эту яму, в эту самую яму угодить. Карты говорят, что вы в этих своих манипуляциях, в этих планах, судиться вы с кем-то хотите, кому-то вчинить иск или кого-то так досудебно убедить о чем-то там. Вы сами запутаетесь. Вот на каком-то этапе в этих разговорах, в этих своих планах, в этих мыслях, во всем этом мракобесии, в этой суете, вы сами запутаетесь. Это путаница. Вот эти 7 кубков перед нашим героем – это ложные дары. Вам покажется, что вы очень много можете взять и выгадать в это время, а на самом деле, посмотрите, все это ваше счастье, все эти подарки судьбы весьма-весьма иллюзорны, глаза ваши затуманены, и трудно будет, знаете, остановить. В чем проблема семерки кубков? Трудно остановить выбор на чем-то одном. Вот что-то одно выбрать, это знаете как? Может касаться, опять же, и той же самой работы или какого-то бизнеса. Если вы начинаете бизнес-проект, вам каждый из этих бизнес-проектов ваших, да, кажется роскошным, гениальным и очень выгодным. А в итоге на что вы размениваетесь? На вот этот вот ложный выбор. Как будто бы жонглируете вот этими вот кубками, не понимая, что они совершенно пустые. Пустые. Семерка кубков, совет дает только один. Реалистичнее смотрите на вещи, не верьте людям, судя по всему, и себе как-то не особо пока нужно доверять. События не торопите, но помните, что одну простую истину, великую истину, которую я часто говорю людям, и приходится и на личных консультациях ее говорить, что все хорошее в жизни, все лучшее в жизни, его не приходит много. Никогда не придет у вас 7 вариантов хорошей работы. Никогда не придет никому 7 штук идеальных женихов, 7 принцев, понимаете? Если что-то хорошее в жизни, это редко бывает, вам подворачивается, дом ли купить, действительно удачный, где вы будете счастливы, или какой-то
принц на белом коне. Это всегда только в единичном экземпляре. Это работы касается. Это касается сделки. Если даже вы что-то продаете, например, планируете купить квартиру, у вас не может быть 7 покупателей одновременно. Вот 7 покупателей, и каждый прям сует, протягивает вам деньги, и каждый старается, ну, знаете, как на аукционе дать больше, там другого опередить. Если у вас складывается такая ситуация, это значит, что вы категорически запутались в деньгах. Вот. Клиенты на работе. Но не бывает множества хорошего. Все хорошее только в единичном экземпляре. Максимум для прям абсолютных везунчиков по 2 приходит. То есть если идеальный жених либо один на данном отрезке жизни бывает, либо бывает, ну судьба, если хочет пошутить, испытать вас, то пришлет 2, ну никак не 7. Вот вам об этом карты говорят, что не думайте, что вам больше отмерила Вселенная, чем другим. Все тоже так же весьма и весьма в меру. Новости хорошие для вас есть. Все-таки такой четкий рыцарь Пентаклей выпадает. Это деньги, это просто деньги, а гадаем мы на деньги. Поэтому, скажу так, искомая сумма денежная, может быть, к концу периода, но в ваших руках окажется. Рыцарь Пентаклей, карта очень понятная, с гарантией дает возможность заработать и получить какие-то прибыли, какие-то профиты от ваших мероприятий, от всяких предприятий. Как вы думаете, почему вот на оборотной стороне карты, да? Ночь. Да? Карта-то хорошая. Хотя каждый рыцарь в колоде Таро это не только хорошая карта, но и плохая. Вот. Посмотрите, как здесь все невинно. И дяденька, и лошадка в порядке. Да? А здесь что-то все резко грустнее, да? Как будто бы холодно становится. Хотя небо звездное, ясное. Не знаю, что художник какой смысл вложил в эту иллюстрацию. На оборотной стороне. Поэтому денежный план, который вот, вернее нет, это сумма, рыцарь, это сумма. Сумма, которую вы хотите вот через месяц держать в ваших руках, может быть, чтобы Луне показать. Знаете, вот эти ритуалы присутствуют денежные. Вы же часто спрашиваете про денежные ритуалы. Деньги, вот сколько есть у тебя там в кошельке или под матрасом спрятано, вот их доставать и показывать полной Луне, там вот на разные, причем кто-то на новую Луну показывает, кто-то на полную Луну показывает. Посмотрите, вот когда вы смотрите это видео, ознакомьтесь с лунным календарем, что там ближе, полнолуние или новолуние, я думаю, и то, и другое сработает. То есть к истечению вот этого периода, где-то дней 30 примерно, мы такой период здесь гадаем, да, вот 15 до 30 дней, но карточные гадания сроки очень сжимают, то есть быстрее все раньше происходит, поэтому может и 15 дней будет для вас, может и 5, тоже такое бывает. Вот, сумма по итогу в ваших руках окажется. А хитрить вот так сильно, может, вам и не надо. Может быть, у вас эти деньги окажутся и без ваших вот этих манипуляций, и без ваших вот этих вот хитрых или, ну, скажем, не самых откровенных разговоров. Может быть, это как раз тот случай, когда самый правильный путь самый короткий. Это не всегда так в нашей жизни, увы и ах. Но для вас, видите, где вы хитрите, там вы сами запутываетесь. А деньги вдруг как будто с другой стороны, независимо от ваших усилий. И дальше самое интересное у нас ваши планы в любви. Вот сейчас мы все про вас как раз узнаем, про вашу романтическую жизнь и что для вас готовит день грядущий, да? Планы у вас в любви как раз самые-самые добродетельные. 8 Пентаклей говорит о серьезных намерениях. Вы работаете над отношениями, хотите и дальше работать над отношениями, ведете себя очень честно, верность храните, очень добродетельно, рассудительно. Вы такой, знаете, абсолютно... В вашем текущем партнерстве любовном вы абсолютно предсказуемый, разумный, взрослый человек и очень осознанный и
и осознанное и взвешенное каждое ваше слово, вы не ссоритесь и даже не допускаете заранее конфликт, чуете на расстоянии, его не допускаете. То есть вы прямо, знаете, относитесь к вашей любовной истории сейчас как вот, ну, ремесленник здесь к своему делу, к своим вот этим вот поделкам, которые он здесь вот вытачивает. То есть вытачиваете, вытачиваете, вытачиваете. Умеете вы быть послушными, понимающими, умеете слушать и договариваться. А еще лучше, чем все вышеперечисленное, вы умеете терять отношения. Да-да, потому что, да, самые разумные люди, самые правильные, самые предсказуемые, чаще других бывают одиноки и расстаются с любимыми тогда, когда не хотят. Какой механизм здесь работает? Он достаточно простой, но об этом я как-нибудь расскажу, может быть, в моей программе очередной в цикле «Вопросы и ответы». А пока вот обращаюсь к вам. Смотрите, первое обращение. Ваш план на месяц – работать над отношениями, хорошо себя вести и выращивать серьезные планы с вашим партнером. А я так скажу, тревожная карта, потому что ну что-то вы как-то уж очень хорошо себя ведете в этой любовной истории. А проблема в том, что вы, когда хорошо себя ведете в любовной истории, вы, естественно, считаете, что она хорошо и продолжится, и хорошо и закончится. Потому что мы все помним с детства универсальный жизненный принцип. Нормально делай, нормально будет. Вот представьте себе, что этот принцип в любви не работает, увы и ах, потому что любовь имеет сама по себе, вот эта энергия любовная имеет значительно более тонкие и запутанные какие-то настройки. Скучно, восьмерка пентаклей, скучно, скучно, скучно. Хотя если рядом с вами сейчас избранник, ваш партнер какой-то тоже скучный, вот такой же, который тоже сидит и высидеть, это называется, да, вот он же не зря герой на карте сидит всегда, он никогда не стоит, потому что он высиживает как будто бы. Может быть, а если у вас яркий роман и рядом с вами какой-то вдохновленный, романтичный герой с горящими глазами, непоседливый, такой, которому все быстро надоедает, стрелец какой-нибудь, то вы вот этой своей позиции отношения просто убьете, задушите абсолютно на корню. Что тут на оборотной стороне? Ах, вот видите, этот герой, он не просто старается, но еще и кого-то учит. И эта карта очень хорошая, но она здесь присутствует, вот это подмастерье, это отсылка к желанию вашему, в том числе, учить. Такое ощущение, что вы хотите прям посвятить весь следующий месяц обучению вашего любимого человека правилам хорошего тона. Будете учить его не ссориться, как с вами обращаться, будете учить его правильные цветы, дарить вам в правильной обертке. Вот. Ну, хорошая карта, ну, для любви, для любовных историй, она скорее, да, такая вот какая-то тревожная. А это вы про себя, да? А про другого человека, про вашего избранника, принца, близкого или далекого, ну, вы ждете серьезных намерений. Вы ждете, когда вам обозначит ваш герой именно серьезные намерения, потому что такова вот эта карта и больше никакова. И надеетесь, вы рассчитываете, что по чуть-чуть, медленно, без ссор, ну и без крупных романтических всплесков ваша любовная история будет продолжаться. Если вы одиноки сейчас, то восьмерка пентаклей говорит, что вы очень-очень добродетельно и тоже дико скучно ждете, когда в вашу жизнь не ворвется любовь и роман, а когда в вашу жизнь скорее приползет и скромник постучит, какой-то герой с серьезными намерениями. Нет, любовь не должна так начинаться, хотя вам, конечно же, виднее. Исполнятся ваши эти планы? Вот как вы думаете об серьезных намерениях с двух сторон? Да, да, и даже чуть больше. Восьмерка, девятка следом. Понятно, что карты идут одна за другой, то есть девятка превосходит на одно
очко, вот эту вот восьмерку. Поэтому на самом деле карта описывает довольно драматическую ситуацию, потому что вот мы представим, что у вас есть сейчас любовная история, в которой вы хотите абсолютного штиля, чтобы каждый день был похож на какой-то предыдущий. Девятка говорит, что так и будет. Даже будет еще скучнее, чем вы хотите. И серьезность намерений еще сильнее будет, чем вы себе предполагаете. Но, вы знаете, карты одна за другой идут, но они все-таки не одинаковые, потому что на стадии девятки вот эти серьезные намерения в паре превращаются уже в самодостаточность. То есть ваша любовная история, в которую вы так вкладываетесь, ради которой вы так стараетесь, вот на данном этапе отделяется как будто бы от автора, знаете, и живет своей жизнью, и начинает развиваться по каким-то собственным законам и не в пользу пары. Девятка пентаклей — прекрасная карта, но она не парная очень. Это карта холостяков, убежденных холостяков. Поэтому вот наступает тот момент, когда любви, романтики или пусть даже конфликтов так мало в любви у вас, что это статика абсолютная, абсолютная какая-то неподвижность. Это как девятка пентаклей, если описывает пару, она описывает совместное сосуществование бок о бок, плечом к плечу двух, в общем-то, равнодушных, абсолютно самодостаточных людей. Это, знаете, как холодный дом, в котором сосуществуют, пусть даже в официальном браке, два одиночества, два холостяка. Мы знаем такие браки, и в этом ничего плохого, кстати, нету. Пусть будет. Но, тем не менее, да. Ваши планы на любовь. Если планы на новое знакомство, они все равно тоже оправдаются очень сильно. Вы хотите знакомство очень спокойное, серьезное, вы его получите, но только оно будет еще спокойнее, чем вы ждете, и еще серьезнее. Нет предела серьезности. А карты предупреждают о чем-то? Да, карты говорят, что какая-то дополнительная тема, какие-то дополнительные вибрации на тему любви. Ревность, семерка жезлов, ревность. Бессмысленная, потому что, судя по всему, вы это лучше всех. Но это переживание. Вот видите, семерка, да? 7 жезлов здесь мы должны насчитать. 1 – это в руках нашего героя. А еще 6, вот они из ямы торчат, и ему какие-то условные соперники грозят этими жезлами. Но мы сейчас отвлечемся, что из ямы. Суть в том, что 6 – множество, не один. Поэтому это, опять же, как я, помните, вам сказала, что ничего хорошего, никаких подарков судьбы, 7 штук, 7 штук к вам не придет никогда сразу, чтобы вы выбирали. Равно как и 6, как вот на этой карте, 6 соперниц, да, у вас тоже никогда не будет, слава богу. Если у вас когда-то вам судьба посылает соперницу, настоящую злодейку, которую надо побороть, она тоже будет одна. Ну, в самых запущенных случаях 2, но 6 нет. Поэтому семерка жезлов описывает ревность такую, знаете, вот гипотетическую. Это когда говорят, вот ревнуют каждому столбу. Поэтому, возможно, ваш избранник, вот, который есть, или новый, просто в целом по своей профессии окружен, ну, вниманием. Может быть, он медийный человек, может быть, он звезда Инстаграма, а может быть, просто мальчик, который работает в женском коллективе, и каждый день кто-то ему платочек поправляет нагрудный, кто-то ему пирожки принес, кто-то ему чайчик наливает, кто-то ему комплиментики говорит и так далее. То есть здесь нет такой реальной угрозы, что у вас этого парня уведут, но вам от этого ничуть не легче. Вам кажется, что вы должны взять палку и прям этих русалок отгонять в непрерывном каком-то таком вот режиме от вашего героя. Ну, в целом карты не самые романтические. Говорят они, что хотите вы того или нет. А судя по всему, вы хотите, потому что ваш план такой. В любви вам придется, ну, немножко поскучать и в то же время
поревновать. В целом вывод сделаем такой, что Вселенная ваши планы знает, Вселенная ваши планы уважает и в целом, по большей части, готова поддержать. Спасибо.